Гренландия, интерес здесь абсолютно понятный, это доступ к этому региону, к арктическому региону. Дональд Трамп уже и так расширяет военное присутствие США в Гренландии, а сейчас, кажется, это все пойдет семимильными шагами. Дональд Трамп же не случайно сказал, что распоясались, мол, китайские корабли, которые и российские, которые окружают Гренландию, скорее будут ставить флаг американский в Гренландии, но точно не какие-то вооруженные силы американские в Гренландии. Безопасность Украины, безопасность Европы неразрывно связаны в глазах Дональда Трампа, и вот Европа должна брать на себя ответственность. Уже даже вне зависимости от того, кто будет в Белом доме, США будут обязаны обеспечивать безопасность. Привет! С вами канал «Акцент», это Евгений Антонов. Здесь мы говорим о Латвии не только. После событий в Венесуэле все задаются вопросом, кто следующий? В частности, не может ли следующим стать остров Гренландия, который принадлежит Дании? Этот вопрос мы зададим сегодня известному политологу, специалисту по Соединенным Штатам Америки Александре Филипенко. Каковы вообще шансы, какова вероятность, что Дональд Трамп в ближайшее время, некоторые говорят, что это может произойти прямо до Дня независимости, то есть до 4 июля, что в кратчайшие сроки Трамп попытается военным или военно-административным путем как-то взять под контроль остров Гренландия? Ну, действительно, что касается Гренландии, здесь, кажется, действовать администрация Трампа будет быстрее, чем в отношении, например, каких-то других стран Латинской Америки. В странах Латинской Америки Дональд Трамп отправил очень четкий сигнал всем, что произошло с Николасом Мадуро. А вот сигналы относительно Гренландии, которые Дональд Трамп подавал еще с начала своей администрации, вот, кажется, сейчас усиливаются. Жена Стивена Миллера. Стивен Миллер — это ближайший советник Дональда Трампа, это такой серый кардинал в администрации Дональда Трампа, который не так хорошо известен, но в действительности он оказывает огромное влияние на деятельность Дональда Трампа, особенно внутри страны. Но вот жена Стивена Миллера опубликовала у себя в X такую картинку карты Гренландии, которая разрисована американским флагом, и подписала «Скоро». А Стивен Миллер сам, этот советник, неоднократно говорил, что Гренландия нужна США в связи с обеспечением национальной безопасности в национальных интересах США. Гренландия нужна США, подконтрольная США Гренландия. Что же такое Гренландия? Да, это доступ к раннему оповещению в случае катастрофы, это доступ к раннему оповещению о пусках межконтинентальных баллистических ракет, это вообще доступ к Арктике. И здесь кажется, что в первую очередь имеет отношение именно к доступу к Арктике, в первую очередь заинтересованность в Арктике. Это и Северный торговый путь, это и невероятные нефтяные ресурсы, это невероятные газовые залежи, и вообще и полезные ископаемые, разные другие полезные ископаемые в Арктике, которые сейчас можно добывать уже не только потому, что там некоторое таяние льдов происходит, хотя сейчас уже даже специалисты по глобальному потеплению говорят, что не так все плохо, как предрекалось ранее, а просто технологии теперь уже позволяют добывать, в том числе и в Арктике, и вложения, про которые говорят, например, что касается Венесуэлы, для того, чтобы добывать нефть в Венесуэле, тяжелую нефть, на разрушенной инфраструктуре, которую строили американцы в 60-е и 70-е годы, ее нужно полностью обновить и добывать нефть, туда нужно вложить миллиарды долларов. А вот в Арктику тоже нужно вложить миллиарды долларов. Вполне возможно, при этом выгода будет больше из добычи в Арктике, чем из добычи в Венесуэле. Но это все равно все разговор про будущее. Поэтому Гренландия, интерес здесь абсолютно понятный. Это доступ к этому региону, к арктическому региону. И поэтому кажется, что действительно администрация Трампа может, ну, так сказать, с большой заинтересованностью действовать в отношении Арктики. Но вот что касается военного пути, мне кажется, мне так представляется, это не в рамках стратегии по национальной безопасности США, действия по Венесуэле в рамках абсолютно, а вот в стратегии по национальной безопасности США, которая была опубликована в декабре, там четко говорится о том, что все союзы, все альянсы, в которых состоят США, они должны оставаться сильными. Но это касается и Североатлантического альянса, это касается и стран, с которыми сотрудничают США, например, как США сотрудничают с Евросоюзом. Поэтому военное противостояние в рамках Североатлантического альянса, то есть Дания, с Данией нужно какое-то военное противостояние войти, ну, здесь меня терзают смутные сомнения.
а вот расширить свое присутствие, а вот расширить, например, военную базу американскую, значительно расширить американскую военную базу в Гренландии. Вот здесь, мне кажется, это вполне возможно. А вот привлечь гораздо больше американских компаний и получить для них какие-то преференции, возможности с ограничением, например, возможностей других компаний работать в Гренландии, вот это вполне вероятно. Ну, собственно говоря, Дональд Трамп уже и так расширяет военное присутствие США в Гренландии, а сейчас, кажется, это все пойдет семимильными шагами. Мгм. Ну, это может выглядеть как такая своего рода, что ли, не знаю, стратегия, по-простому говоря, такая дворовая гоп-стоп. То есть сначала Трамп пугает, и советники Трампа рисуют карты Гренландии в американских цветах, а потом приходит какой-то добрый следователь и говорит: знаете, давайте без военного пути, просто мы сюда воткнем радар, вот на базу пришлем людей, и, пожалуйста, наши компании. Вот, то есть наиболее вероятный сценарий все-таки такой. Это условная покупка Гренландии, ну, если так фигурально выражаться, а не завоевание именно военным путем. Мне представляется, что именно так, при этом это будет представлено как не трата, ни в коем случае не трата из американского бюджета. Американские компании вкладываются, например, в Гренландию, или же Дональд Трамп будет говорить так же, как он говорил относительно Украины. Вот добыча природных ресурсов в Украине, rare earths, вот эти редкоземельные металлы. Дональд Трамп много говорил о том, что они вот поэтому называются редкоземельные, их редко, их мало, поэтому мы получили невероятные возможности на будущее. Вот, возможно, будет Дональд Трамп говорить о том, что вот действия США в отношении Гренландии, они принесут такую прибыль США в дальнейшем, и такие будут полезные ископаемые добываться, и так это все выгодно и нужно, что это вовсе не траты. Поэтому, я думаю, это в первую очередь не будет представлено как трата, а это выгода для США, это и безопасность для США, это и в рамках стратегии по национальной безопасности, это и противостояние с Китаем, потому что Дональд Трамп же не случайно сказал, что распоясались, мол, китайские корабли, которые и российские, которые окружают Гренландию. Вот это и безопасность, и выгода, и все на свете. Так что мне кажется, здесь скорее вот такое присутствие будет, скорее будут ставить флаг американский в Гренландии, но точно не какие-то вооруженные силы американские в Гренландии. Мгм. Флагов тык, но в американском варианте. Да, на самом деле, вот в свете этой концепции у нас безопасности, которая в декабре была нам представлена, и вот теперь многие рассматривают события в Венесуэле как проявление и реализация этой концепции, возникает вопрос по поводу гарантий для Украины, потому что мы знаем, что Зеленский и Трамп много говорят о гарантиях безопасности со стороны США для Украины. Если действительно эти гарантии будут даны, исходя из того, что в этой концепции написано, насколько Киев, Украина, жители Украины могут быть спокойны, что Трамп их не кинет, что те гарантии, которые будут предоставлены, действительно за них Соединенные Штаты будут готовы отвечать? Что касается гарантий безопасности, если мы опираемся на стратегию по национальной безопасности США, то, конечно, в первую очередь Европа должна обеспечивать безопасность Украины. Безопасность Украины, безопасность Европы неразрывно связаны в глазах Дональда Трампа, и вот Европа должна брать на себя ответственность. А США будут, в особенности, если это пройдет через Конгресс, а в Конгрессе, как мы знаем, даже касательно законопроекта о санкциях в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы, как Линдси Грэм, автор этого законопроекта, утверждает, 85 голосов в Сенате из 100 тех, кто поддерживает этот законопроект. Через Конгресс обеспечение безопасности Украины тоже, скорее всего, пройдет. И это уже будет, уже тогда неважно будет, кто дальше будет президентом, какие партии, кто лично, неважно абсолютно. Если это через Конгресс пройдет, то значит уже США обязаны будут обеспечивать безопасность. Но в каком виде, каким образом? США хотят видеть европейские активные действия, и, возможно, со стороны США это обеспечение безопасности, как обеспечивается безопасность Израиля. То есть, вот давайте посмотрим на операцию в Иране, удары по ядерным объектам на территории Ирана. С базы в Миссури вылетели американские военные самолеты, пролетели полмира, ударили по ядерным объектам. Корабль американский подошел ближе к территории Ирана, ударил томагавками по другому ядерному объекту. И вот поражены 3 ядерных объекта на территории Ирана. Тут же самолеты улетели, корабль ушел. Все.
На этом точка. Дальше уже все. Вот закончилось обеспечение безопасности Израиля, вот на этом закончилось обеспечение безопасности региона. Таким образом, США, вероятно, готовы будут действовать, и если это пройдет через Конгресс, они будут так действовать. Предоставление разведданных, возможно, закрытие неба, отдельные операции, которые касаются вот конкретных каких-то поражений конкретных целей, но только не присутствие американских военных, только не присутствие boots on the ground, что называется, хотя Дональд Трамп очень смело даже и про это говорит. Но если это проходит через Конгресс, то, конечно, уже даже вне зависимости от того, кто будет в Белом доме, США будут обязаны обеспечивать безопасность. Это был Александр Филипенко, политолог, специалист по Соединенным Штатам Америки, который не верит в то, что Трамп вторгнется в Гренландию, но уверена, что он захватит ее так или иначе политически и экономически. Посмотрим, что будет происходить в этой части света. Напомню, что это видео было создано при поддержке медиахаба Риги. Это канал «Акцент». С вами был Евгений Антонов. Пока.